Как люблю твои, я, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги. Ах, Бог хранит тебя. Мама, mother, Анне, умми, ты родная, нежная моя. Мама, мамка, Анне, умми, и неповторимая моя. Мама, мода, Анне, умми, ты родная, нежная моя. Мама, мама, Анне, умми, и неповторимая моя. Бог хранит тебя, мухаббат моя. Добрый день, дорогие слушатели, дорогие зрители. И сегодня снова я, Татьяна Бондарчук, с вами в эфире. И это передача о том, как проходят диалоги о домашнем насилии. И сегодня я приглашаю вас, дорогие слушатели, быть с нами, потому что у меня в гостях очень интересные люди. У меня сегодня в гостях двое мужчин, которые ведут очень интересные программы в городе Портленде и участвуют в различных диалогах по предупреждению домашнего насилия в семье и также по тому оказанию помощи женщинам и детям. И я приглашаю вас всех оставаться с нами, потому что у нас сегодня будет очень-очень интересная передача. And I will introduce myself in English. My name is Tatiana, and I work as a crime victim advocate at the Lutheran Community Services. And I have two guests in my studio today, and I very encourage everyone who listening us or watching us online to be with us, because we're going to talk about domestic violence safety dialogues, and it will be very, very interesting topic today. Hello, Matthew, and I very like that you will introduce yourself and share with us about your program. Great. My name is Matthew Johnston, and I'm the program coordinator for Domestic Violence Safe Dialogue. And we do one-on-one conversations between survivors of domestic violence and people who have been abusive, but they've never met. And we also do the survivor impact panels, where we have 3 survivors talk to a room full of people who are halfway through their domestic violence intervention programs. И меня зовут Матthew Джонстон, и я координирую работу программы. Это диалоги о домашнем насилии, которые происходят между теми, кто совершал домашнее насилие, и самими пострадавшими. И иногда это происходит один на один диалоги. So some dialogue is between one-on-one with facilitator, right? Yeah. То есть иногда это происходит, когда один на один, но facilitator, то есть участник, который руководит этими диалогами, он присутствует. А иногда это бывает как panel, то есть когда 3 человека участвуют в этих диалогах, и они рассказывают свою историю, и в это время те, кто совершал домашнее насилие, у них есть возможность также поучаствовать в этом. So the other party, not the survivors of domestic violence. Yeah. So what kind of role for them in the dialogue is? Sure. So we have the survivors often have questions like, why did this happen to me? What was the other person thinking? Is there anything else I could have done? And those questions can't be answered by the person that abused them. So the stand-in, the surrogate, answers those questions for the survivor. И вот часто происходит, те женщины, которые пережили домашнее насилие, у них очень много вопросов. Почему это со мной произошло? Как я могла допустить, что такое со мной произошло?
И вот именно когда происходят вот эти диалоги, у нее есть как раз возможность задать эти вопросы, но не тому, кто над ней вот издевался, а именно другому, но который также вот, ну, по-английски называют их абьюзерами, то есть тот мужчина, который использовал силу или контроль. So in this case, woman has the opportunity to ask questions, but not directly her abuser, Yeah. but other men who also have a history of being abusive in the past. Correct. Right? Although they're accountable. Да, то есть те, которые уже осознали, что, в принципе, использование силы это было неправильно, и вот как раз во время этих диалогов у женщин есть возможность спросить вот эти все вопросы. And I would like to introduce another guest in my studio today. So thank you so much, Brent, to be with us. We're very excited to have you. And I've been waiting for this moment, for today, 8 months. I can tell you, and I'm so glad that you actually choose to come and to share with us your story. And I will tell in Russian a little bit. Дорогие слушатели и зрители, у меня в гостях Брент, и я просто ждала 8 месяцев вот этой встречи, чтобы он сегодня пришел, и он сегодня с нами поделился именно своей историей, потому что я надеюсь, что это откроет двери для очень многих мужчин и для решения проблем в семьях для нашей славянской комьюнити, когда он поделится своей историей. So we very like to hear your story and also about the program that you're going. Oh, okay. And of course, introduce yourself. Yes, I'm Brent Hofer, and it's wonderful to be here. I entered into this program. It's called ARMS, known as Abuse Recovery Ministries and Services. And I entered into this program because after 11 and a half years of marriage with my wife, Sherry, as well as our 2 daughters, I was abusive throughout that time. And so she had entered into a recovery program for herself and recognized that she had been abused, and the only way possible to get my eyes open was to leave. И меня зовут Брент, и я хочу поделиться о той программе, в которую я начал ходить. Она по-английски называется ARMS, это Abuse Recovery Ministry Services, то есть это сервисы, которые предоставляются для тех, кто использует насилие или контроль в семье, чтобы контролировать второго супруга. И у меня жена Шерри и 2 дочерей, и вот она как раз стала ходить тоже, чтобы получить помощь от того, что в нашей семье происходило насилие, и она поняла, что эти отношения нездоровые. И so is she asked you to go to this program or okay? Yes. И Шерри попросила, чтобы Брент все-таки пошел, обратился вот в это служение для мужчин, Abuse Recovery Ministry, чтобы получить помощь. So what happened was that she wrote me a letter. She and our daughters and her got on an airplane and flew 2,000 miles away. И что получилось? Она написала мне письмо, а сама забрала 2 девочек и улетели на самолете несколько майлов далеко от меня. The next day I was given the letter by a friend of ours and realized what had happened. И я получила это письмо на следующий день, и вдруг до меня дошло, что произошло. And in the letter she said, "You have been abusive of me, and if you will go to the ARMS program, then I will consider coming back to you." И она просто напрямую мне в лицо через письмо, она написала, что ты издевался надо мною, и я поэтому уехала, и я вернусь к тебе, если ты пойдешь вот на эту программу Abuse Recovery Ministry, то есть служение для тех, кто использует насилие в семье. That was the worst day of my life. И это был самый страшный день в моей жизни. But it was also the best day of my life. Но также это был лучший день в моей жизни. Because in that moment I realized that I was the one that was wrong,
Sherry wasn't the one that was wrong. I was abusive. And as much as I, through the years, had tried to deny that I was abusive or I minimized her observations of my behavior, in that moment I realized. So, in the moment when you got the letter, то есть в тот момент, когда я получил вот это письмо и прочитал его, и вдруг до меня дошло, что я использовал насилие в семье по отношению к моей жене и к моим детям. И она вообще была ни при чем совершенно. И это была моя вина. И я начал думать, что же все-таки мне делать дальше. So I read the letter, and there were two horrible events that I experienced. One, I just lost my wife and my children, didn't know when I'd ever see them again. And number two, I was an abusive man. И вот когда я закончил читать это письмо, как бы две страшных вещи произошло со мной. Первое, я осознал, что я потерял жену и детей, и я не знаю, когда я с ними снова увижусь, или вообще увижусь. И второе, я осознал, что я был насильником в семье, который издевался над женой и детьми. The good part of that moment was that my eyes were opened, and I realized that I was the problem. I was stubborn and prideful and arrogant, and I needed, it literally broke me. It opened my eyes, and it took away all the fight out of me against my wife. И вот именно в тот момент у меня как вот пелена отвалилась от глаз, у меня как глаза открылись, и я понял, что я был настолько таким горделивым, таким заносчивым по отношению к моей жене, и я творил вот это все в моем доме, и я понял, что это была моя вина, и у меня как открылись глаза вот на все это. So I entered into the program, and it was very difficult. Well, actually, the whole thing was difficult, but initially what was so hard was the humiliation, the shame, the embarrassment that I've become the kind of person I never thought I ever was. And so to go into that program with these great feelings of shame and embarrassment was difficult, but I knew that this is what I had to do. И вот для меня, такого сильного мужчины, было очень трудно вообще-то пойти на эту программу, потому что мне было просто очень стыдно идти туда и как бы говорить о том, что происходит. Но потеряв жену, я все-таки решила, мне надо идти, несмотря ни на что. Can you share a little bit about this program? So, like, is this program belong to churches, right? Well, it is a faith-based program. Yes. Я попросила Брента рассказать, что же это все-таки за программа. То есть эти программы, они на основании веры, то есть, ну, как для верующих христиан. And basically, it's a weekly program. You meet once a week in the evening with group И вот leaders. группа людей, они встречаются один раз в неделю. There's homework, И есть специальные задания на дом, books to read, и специальные книги, которые мы читаем. and part of the homework is keeping track of your abusive behaviors in the past and documenting them. И вот основное задание мы записываем, как дневники такие ведем, в которых мы описываем те эпизоды, которые, когда мы использовали именно контроль и насилие во время наших семейных отношений. И именно через то, что мы это вспоминаем и записываем, мы смотрим, какое у нас было поведение и какие изменения нужно сделать. So it's some kind, like you remembering the story, you writing it down in a book or in your journal, and you can see the patterns of abusive behavior and what kind like tools you have been used, like controlling behavior to put down your, relatives or wife and children, right? Exactly right. So, я уточнила у Брента, то есть они в журнале пишут те события, которые происходили в отношениях в семье, и через это они могут видеть,
какое поведение они использовали, чтобы контролировать свою жену или детей, и какие насильственные действия совершали, и видеть вот этот цикл насилия в семье. So what they taught us in the program was all the various forms of abuse and control, and some control isn't abusive, but a lot of control that we were using was very abusive, especially with anger. И вот что мы изучали все виды насилия, и, конечно, некоторые контролирующие поведение, то есть когда один контролирует другое, оно может быть не насильственное, но все равно получается, что другой человек как бы унижается. И вот мы как раз изучали все эти виды насилия. I would like to pause a little bit, and I would like to ask Matt to actually name us what kind type of abuse abuser can use, right? Sure. So, what type of abuse? Yeah. So, an example might be physical abuse. So that might mean pushing or shoving or intimidating someone with your physical presence. И я вот попросила как раз Мафию рассказать, какие виды насилия существует. И один из видов он приводит, что есть физическое насилие, то есть когда один человек толкает другого, ударяет, синяки наносит. What else you mentioned? Pushing? Just using your physical presence to try to intimidate someone. Или когда вот так, знаете, близко иногда может прижать к стенке, чтобы запугать другого человека. Then there's verbal, so using your words to hurt people or put them down. И вот другой вид насилия, когда используются словесные унижения и используются такие слова, которые просто опускают другого человека, как бы унижают его. Psychological, like giving someone the silent treatment. И вот такие еще есть психологическое насилие, когда человек просто как в тупик загоняется. It could be economic, like messing with someone's ability to work. И может быть также экономическое насилие, когда просто не разрешают, not allow person to go and to find job and to be proud of yourself. Yeah. То есть когда не разрешают, допустим, супругу идти работать, и чтобы он был независимый, имел свои финансы для этого. Might be sexual, like unwanted sexual contact. И может быть также сексуальное насилие, то есть когда один из супругов не хочет иметь секса, а другой просто насилует и насильственно берет другого супруга. Or it might mean using the children. Или когда используются дети для того, чтобы запугать другого. Like getting them to side with one parent or the other. Когда используются дети, чтобы принять сторону одного из супругов. Or using them as spies against the other parent. Или когда используются дети, чтобы выудить всю информацию, допустим, о жене, у детей все выпытать. But basically it's any attempt to impose your will on someone else. То есть это любое, когда другой человек, он не хочет что-то делать, и вот именно насильственные действия против него совершаются, и когда его заставляют вот что-то или избивают, или обзывают, и так далее, и так далее. Thank you so much. And I very like to continue because you mentioned these specific things that you in a group you're writing in a book. So when you read the stories, so how do you feel? Tell us more about your process. It was very painful. These were things that I did mainly to my wife and my daughters, who I believed I loved, and yet starting to realize that because I was thinking of myself and I was being self-centered and selfish, I wasn't giving any consideration to how my behavior was impacting their feelings and how they thought about themselves. И вот когда я писал вот эти все истории, для меня это настолько было больно, потому что я думал, что я люблю мою жену, и я думал, что я люблю моих детей. Но когда я читал сам же мои истории, что я с ними делал,
то это настолько причинило мне, как открыло мои глаза, что я поступал неправильно по отношению к ним. So through reading your stories, it was like awakening moment of realization that it was not a love, right? It was wrong, yes. And it was very painful to realize the kind of person that I'd become. I mean, when I was a little child, I never thought in my head, someday I want to grow up and I want to abuse my wife and my kids. И вот когда я вот начал читать все эти истории, настолько для меня это было больно, потому что когда я был ребенком, мальчишкой, я подрастала, и я вообще никогда даже не думала о том, что я буду насильственно обращаться с моей женой или с моими будущими детьми. So, but I made those choices as a boy and as a teenager and as a young man before I got married, particularly giving permission to my temper. If I didn't get my way, if things frustrated me, then I exploded in anger. Но в реальности, когда я подрастал, я как бы сам себе давал разрешение, если я вдруг гневался, то быть таким, применять силу или применять какие-то насильственные действия или какой-то контроль, чтобы добиться то, что я хочу. И таким образом я себя как бы в этом растил, и когда у меня появилась супруга, я это продолжала использовать в наших отношениях. So to share a story with you of abuse I did once, when my daughters were in grade school, I walked into their bedroom, there were toys all over the floor, clothes everywhere, and I went into a rage. И вот как одна из историй, которую я хочу пример привести. То есть моя дочка, она уже заканчивала школу, и я зашел в ее комнату, и у нее одежда была на полу разбросана, еще какие-то там игрушки, вещи были разбросаны, и я сразу вспылил. So I, for 20 minutes, yelled at them И in просто anger. 20 минут я кричал, как ненормальный. And I used the phrase, "You will not make me live like an animal in my house." И я использовала такую фразу, что ты не заставишь меня жить как животное в моем доме. And my oldest daughter began to cry, and she said, "I'm not an animal. I'm not an animal." А наоборот, он сказал, ты не будешь жить как животное в моем доме. И я это 20 минут кричал в таком распылении. И она просто стала так рыдать и плакать, говорит, я не животное, я не животное. So my anger did more than just try to correct their behavior of cleaning up the room or not cleaning up the room. My anger actually put my daughter down and made her think she wasn't worth anything. She was like an animal to me. И вот мой гнев, этот, который я просто обрушил на нее из-за этих разбросанных вещей, просто опустил ее настолько, что она как бы ничего из себя не представляет, и это настолько ранило ее и меня, и наши отношения. So that was one of the accounts I had to write that brought a tremendous awareness of the damage I had done and what my words, my verbal abuse had done to my family. И вот это я написала эту историю в моем дневнике, чтобы увидеть, насколько я причинил вред моей семье и вот этот ущерб для моей дочери. And I believe even this one incident may made dramatic impact on your daughter and on your relationship between your daughter, the trust, the openness, the happiness, and etc., etc. Oh, very much so. I mean, and I would look at myself times and think, my dad never treated me this way. Why am I doing this to my daughters? But this isn't an excuse, but I didn't know why I behaved this way at that point. И я подчеркнула для Брента, сказала, что, скорее всего, из-за вот этого эпизода, даже одного эпизода, он не указывал еще другие, уже отношения между ним и его дочкой, они усугубились, уже не было, дочка не была такой открытой и такой счастливой, имея рядом отца. И Брент говорит, да, говорит, наши отношения, они ухудшились. И я часто задавал себе вопрос,
Мой отец никогда со мной так не поступал. Почему же я так поступаю с моими детьми? So, did you answer to your question? Say that again, please. Did you answer this question to yourself? I did eventually, yes. And that was through the recovery program. И я его спросила, ответил ли он сам себе на этот вопрос, почему он так вот жестоко, контролирующе обращался вот с женой и с детьми. И да, через эту программу он все-таки смог найти ответ. We would like to know the answer. Yeah. So the answer was this, and it took months. I asked that question over and over again. Why did I do this? И месяцы взяло для меня, чтобы найти ответ на этот вопрос, потому что каждый раз я спрашивала себя, почему я так жестоко обращался с моими родными и почему я это делал. And then one day the answer came to me, and it was simply this: when you were yelling at your daughters, you weren't thinking of their feelings and how you impacted them. All you were thinking about was venting your rage because they weren't doing what you wanted them to do. И ответ был такой: когда ты кричишь на свою дочь, ты не думаешь о том, как ты ранишь ее чувства, ты не думаешь о том, как ты ранишь ее сердце, ты только думаешь о том, чтобы выпустить этот гнев из себя, чтобы выкинуть все эти эмоции свои и как бы освободиться от них. Но ты не думаешь о том, что она переживает. So in a simple expression, I discovered in that moment, I am self-centered and selfish. And the realization of that was absolutely horrifying to me. I never thought I was a self-centered person. И вот к какому выводу и к какому заключению пришел, я понял, что я просто был самовлюблен в себя, и я хотел, чтобы все вращалось вокруг меня. И вот это было моей глубокой виной и ошибкой. So that information was horribly painful to deal with. И вот это, когда я поняла это, для меня это было очень больно моему сердцу. But the recovery program began to help give a solution to the self-centeredness. And there were two truths we were taught that were very significant to me. Но вот эта программа recovery, в которую я ходил, которая для именно вот людей, которые используют абьюз или насилие в семье, они мне помогли все-таки найти выход в этой ситуации. The first truth was that anger is not an addiction. И вот самую первую правду, которую я выучил в этой программе, то, что гнев — это не зависимость. Anger, from my perspective, is an ingrained habit. То есть гнев в моей ситуации был, это просто моя привычка. So over the years and decades, when something frustrating or a failure happened to me or I didn't get my way, my response was automatically to go from point A to point B, and point B was anger and rage. И вот когда любая ситуация у меня происходила в моей жизни, то я всегда использовала вот гнев. То есть когда мне, допустим, вот надо решить какой-то вопрос, и у меня что-то не получается, и я сразу использовала гнев. And what? Go ahead. Can you describe, because you said like, oh, and I like immediately jumped to anger. What kind of behavior it was? For me, it would be a loud voice, raised voice, angry look on my face, a lot of tension. Pushing furniture. But taking my fist and slamming it down on something. I'm trying to think of some, and just a lot of verbal. Throwing things. No, I didn't. I did kick bags of garbage across the floor in the kitchen. I was so Я angry. попросила Брента описать вот этот момент в состоянии вот гнева, когда. И он говорит, у меня лицо менялось, у меня мое тело такое агрессивное становилось. И я иногда просто ударял кулаком по столу. И был даже момент, когда я просто ногой
ударил вот этот кен для мусора. То есть вот такое вот поведение агрессивное. So it's more like aggression. Yes. In the state of Oregon here, abuse is defined as, I think, either threatening someone or actually hitting them, strangling them. И вот в Орегоне по закону вот этот абьюз или насилие, оно объясняется, когда один угрожает другому или ударяет другого, ну, или физически что-то опасное делает для другого человека. So I did not believe that I was abusive because I had not hit my family. И я думал, что вообще-то со мной все нормально, потому что я как бы их вообще физически не ударял, и я думал, что со мной никаких проблем нету. But you can abuse someone by dominating over them, controlling them. Basically, you're turning them into your slave to do what you want or trying to do that because you think you have the authority and the right as the man, as the husband, as the father, to do that to your family. Но даже несмотря на то, что я физически их не ударял, я все равно совершал насилие в семье через то, что я контролировал, через то, что я кричал на них, через то, что я добивался того, что я хотел, как я хотел, и через это вот этот абьюз или насилие, оно совершалось и совершалось в моей семье. И я считал, что это нормально, потому что я мужчина, и я имею полное право их контролировать. So you can imagine how terrifying it must have been to my kids. I stand 6 feet 3 inches tall. И вы можете просто представить, как это ужасно, как страшно было это для моих детей, потому что я больше, чем 6 фит роста. And they were, as grade school children, maybe 4 feet tall, 5 feet tall. И они были где-то 4-5 фит высотой, небольшие детки. So I'm towering over them, my face is red, I'm yelling, and I'm shaking my finger at them. И вот представляете, меня такой, вот я громадный такой, нависал над ними с красным лицом, кричал на них и угрожал им еще кулаками или пальцем. So they probably had no idea what is going to happen next. What's he going to do? И, конечно, они были в таком сильном страхе, они просто в ужасе содрогались от того, они не знали, а что сейчас дальше произойдет. So when I went into the program, the first again was that anger was not an addiction. You actually can slow down your thinking and begin to think some calmer thoughts, and they teach you how to do that in ARMS. And then you can begin to choose, instead of going from A to B, you go from A to C, which is a healthier choice to do to deal with a stressful, frightening, difficult situation you're in that typically makes you angry and try to control people. И вот когда я начал эту программу, первое, я принял то, что я использовал гнев, чтобы контролировать других. И они нас стали учить, чтобы когда мы в такой ситуации, мы начинали медленнее думать и хорошо осознавать, что с нами происходит. И вместо того, чтобы использовать гнев, потому что гнев — это не зависимость, не addiction, и можно использовать определенные технику, чтобы контролировать это. И поэтому они нас учили вместо того, чтобы из пункта 1 идти в пункт B, где мы использовали вот свой гнев, свою силу, ярость, они стали учить нас, как идти в пункт С сначала, то есть как сначала использовать здоровые методы поведения или здоровое поведение, чтобы справиться с той ситуацией, которая нас выводит из себя. And what they taught us is that if you begin to practice their technique of relaxing and slowing down your thinking, within 3 weeks, that old habit pattern of anger will begin to diminish or atrophy within your brain, and you're starting a new pattern of that when something upsetting, something that makes you angry or whatever, you start to, it leads you into a more healthy response to those problems rather than blowing up in rage.
So it's at minimum 3 weeks you have to practice and practice and practice, right? And I still practice it to this day, yes. Okay, и о чем сейчас Брент говорит? Он говорит, вот что мы изучаем, практически минимум это в течение 3 недель надо практиковать здоровое поведение, здоровую реакцию на какие-то ситуации, которые выводят нас из себя. И таким образом в нашей памяти записываются уже новые навыки отношения к любой ситуации, которая нас раздражает. И потом мы начинаем просто уже автоматически применять вот эту здоровую реакцию. That's amazing. So there really is hope, and they said that will diminish as you begin to practice the new. So to give you an example, yesterday I put my hand on the exhaust of a motor that was running, and I burned 1/3 of my palm. И вот один из примеров, который он сейчас приводит. Вчера он нечаянно рукой коснулся, как, so it's like motor, right? Такого, как двигателя, который был очень горячий, и он просто вот обжег ладонь у себя. And 8 years ago, my response would have most likely been screaming and yelling at the machine. И вот если бы это 8 лет назад случилось, вы просто не представляете, если бы вы меня увидели, я бы орал, кричал и просто в гневе бы вот с этой машины бы что-то сделал бы. And my response yesterday was to go, I yelled, but it was ouch. That really hurt. И вот вчера я, конечно, крикнул, да, но я такой мой был, как бы, это больно, это обожгло меня, но это было намного спокойнее, чем если бы было 8 лет назад. And in the past, I would have been angry at myself, angry at God, angry at the machine. Instead, it was like, that really hurts. I need to get water on it because I don't know if I can work anymore. Да, и вот 8 лет назад я бы там такой бы погром бы учинил, но вчера я просто уже стоял, я смотрел на руку, я понимал, что это больно, но я уже думал, ой, надо, может быть, холодной водой полить, потому что это больно, но я все-таки сдерживал себя. So when you practice, honestly practice what ARMS teaches, it doesn't cause you to manage your anger. It actually starts to change your thinking so you don't look at the world in an angry manner anymore. И вот если вы практикуете то, что вот в этих recovery-группах обучают, то это нас учит не только просто управлять гневом, а мы меняем практически стиль жизни в здоровом направлении. So the group changed you. Oh, very much so. Tell Yes. us about So, well, one of the things that they taught us in the group was that we were not bad men. We were good men who made very bad choices in life. И вот самое первое, что нас научили в этих группах, что мы неплохие мужчины, но мы просто мужчины, которые сделали плохие выборы. And through that, they taught us that God loved me. И вот дальше они нам показали, что Бог, Он любит нас. And that seemed to go to the very heart of why I was so angry in life. И вот это пошло туда глубоко-глубоко, где в мое сердце, где у меня был вот этот гнев внутри. I have had a sense of failure in my life since I was 5 years old. И вот с моего детского возраста, когда 5 лет мне было, я имел чувство, что я неудачник. That sense of failure made me very angry at the world and at God. И вот это чувство неудачника меня приводило к тому, что я был просто в гневе на всех вокруг и на Бога тоже. So my abuse to my family had very little to do with their behavior and everything of all the pain and hurt and feelings of failure in my life, and I just lashed out at everybody. И вот то, что я совершал насилие в семье, не имело никакого отношения о том, как вели моя жена или мои дети. В основном это было внутри меня, и я просто это все высплескивал на них. And so when I came to realize that God still loved me in the midst of all the horrible things I did, И когда я осознал, что несмотря ни на что, ни на все те ужасы, которые я творил, Бог продолжает меня любить, и Бог любит меня. and
it began to bring a sense of relief inside, and it also dealt with the control issues in my life. И это дало мне внутри такой как бы покой и освобождение, и также освобождение от того, что я должен контролировать все в моей жизни. Sherry, my wife, used to tell me, you make all your major decisions based out of fear. И вот моя жена Шерри, она говорит, ты делал все твои вот эти выборы на основании того страха, который у тебя был внутри. And so you try to control everybody and your circumstances around you so you're not afraid anymore. Потому что ты хотел контролировать все вокруг и всех вокруг, чтобы, когда ты контролируешь, ты тогда не чувствуешь этого страха внутри. And when you can't control the world and you can't control us, then you explode in anger. И получалось, что когда ты не мог контролировать себя, контролировать нас или все, что в округе происходит, тогда ты взрывался в своем гневе. And when I began to realize that that was destroying my family, that behavior of mine, then I realized that if God loves me, then He can be in control, and I don't have to control my family or my world. И когда я понял, что Бог меня любит, я понял тогда, что Он контролирует все вокруг, включая и меня, и мою семью. И мне не нужно использовать контроль, чтобы контролировать меня и мою жену и моих детей. And when I got married to Sherry, I was afraid that she was going to financially ruin us. I was afraid she was going to teach our daughters values I didn't agree with. И когда я вот женился на Шерри, я очень был в страхе, что она финансово что-то сделает, что как бы наша семья может разрушиться, или что она может детей чему-то научить, с чем я не согласен. And when I began to realize that God loved me and He could guide my life and I didn't have to control the world, then I began to relax and realize that, okay, you can work within the heart of my wife and my children, and I don't have to control them either. И когда я принял вот эту Божью любовь в мое сердце, и я понял, что Он контролирует все, и что мне не надо контролировать ни мою жену, ни моих детей, потому что это все в Его контроле. И я тогда почувствовал просто такое успокоение внутри в моем сердце. This was not easy. This was very hard to do, to give up the desire to control Sherry. И в реальности это было очень непросто отказаться от того, чтобы контролировать Шерри, мою жену. But what was interesting as I began to, I guess the best way, rest in God's love and know that He cared for us and could take control of our lives and guide us, then as I began to let go of control of Sherry and my family, boy, did that make them happy. Но вот самое первое, что к чему я пришел, что я должен просто успокоиться в Божьей любви и отдать все в Его руки для контроля. И просто позволить Богу иметь отношения с моей женой и с моими детьми и держать этот контроль с ними, а мне просто как бы отдыхать, освободиться от этого. И они были такие счастливые, когда они почувствовали, что я не контролирую. I would like to go back a little bit and just find out time frame when she left, and how long it take for you actually to get to the point that you're actually letting your control go and allow her to come back and to be lovely life and a lovely relationship. She left, and she and our daughters lived back east for a little over a year, about 13 months. And then with a lot of worry and fear, she realized that it was very hard to raise the girls by herself. They needed a father. Right.
She knew I was in the program. She had seen some change in my life, but she still didn't trust me. И вот я спросила Брента поделиться, сколько все-таки времени жена его вот уехала и жила отдельно с детьми. И где-то это было 13 месяцев, больше года. И, конечно, ей было очень трудно растить одной девочек. Но она знала, что я пошел на эту программу, и что я работаю над собой. То есть она знала вот эти вот изменения в моей жизни. So they moved back to Oregon, and I moved out of the house. And we were separated again, continued for another 2.5 years. So it was actually 3.5 years we were separated. Она вернулась в Орегон, потому что она все-таки хотела, чтобы отец был у детей. Но я выехала с дома, мы жили раздельно, и еще 2,5 года. The reason it's such a long separation, according to Sherry, is that men can fake recovery. They can fake, for 6 months, they can fake it. So the first year we were apart from Oregon to back east, none of that counted. So it started the day they moved back to see. When you started seeing each other. Yeah. И вот основная причина у Шерри была еще не воссоединяться, потому что она знала, что мужчина может как бы притвориться, что он изменился, и 6 месяцев или даже года это вообще недостаточно для того, чтобы вот мужчина полностью изменился из абьюзера вот в хорошего, такого, который использует здоровое поведение в отношениях. Поэтому тот год, когда мы вообще жили раздельно, он для Шерри его не засчитала, а когда она вернулась в Орегон, и уже здесь, в Орегоне, вот эти 2,5 года она все-таки ждала, чтобы увидеть плоды вот recovery. So she been waiting to see the goods and healthy behavior to make sure here is the fruits of the recovery. Exactly. And it was, I mean, when she lived back east, she was prepared to divorce me, and then eventually prepared to, well, maybe we'll live separately. She didn't really want a divorce, but she just could not go back to living into the hell that I created for the family. Вот когда она только уехала, у нее были в мыслях такие вещи, что развестись, оставить меня. Потом все-таки она думала по-другому, и она не развелась, но она была очень четко в своей позиции, показав мне, что она не вернется больше в эти нездоровые отношения, которые у нас были. So she was very, very strict to the point. Very I will firm. not put myself again in this abuse in the house until you will change. Okay. That's exact. And I think with any abusive man, it takes a long time. They have to think about it. If you've hurt somebody deeply, like a neighbor, you got in a fight and beat him up. Well, how many years is it going to take for them to ever trust you to come back on their property again and realize, okay, this person isn't going to hurt me anymore? Да, это вообще очень естественно. Вот просто если возьмите пример на соседей, если вы обидели какого-то соседа, и причем вы его ранили очень сильно, то это может несколько лет взять, чтобы этот человек снова вам доверял. Вот точно так же и в семейных отношениях. То есть если вы кому-то причинили боль, рану и так далее, это нужно время, чтобы пришло исцеление. So it has to be time for healing, but it also, so if they don't want to place themselves back to unhealthy relationship, they have to do something, right? Exactly. То есть и также, если уже вот второй супруг, который переживает насилие, она сделала шаг, чтобы выйти из этих отношений, то они же 1000 раз подумают, чтобы вернуться ли им назад в нездоровые отношения. So most of the time, the main point, the man actually has to take steps to change to save the family.
I don't think you could have put it any better than what you just said there. И вот я сказала, что лучше, конечно, чтобы все-таки мужчина, который использует контроль или насилие, он пришел к тому моменту, что мне надо поменяться, чтобы иметь здоровые, хорошие, любовные отношения в семье. I think a lot of us men, we believe because I'm male, I'm the leader of the family. But our leadership style is one that is not a partnership with our spouse. It destroys our family. And what leadership really means is I get my way because I'm the boss. И вот что происходит для нас, для мужчин, вообще очень нормально и естественно думать: я мужчина, я вообще босс, и для меня это нормально, чтобы все делали так, как я хочу в семье. And my understanding now of leadership is that you actually influence. You don't command, but you influence your family for blessings, for good events, because you serve them. Но вот этот лидершип, по-английски это как лидершип, или как бы, чтобы вести свою семью, быть главным в семье. Когда мужчина использует контроль, то это унижает других. Но когда мужчина помогает другим также расти и быть лидером в семье для того, чтобы создавать семью и показывать любовь и ценить других, вот это как раз является, когда мужчина вот впереди семьи. Brent, we have very limited time, and I'm so appreciate for your story. Thank you. And usually we have listeners on the radio or on YouTube, on Facebook, who probably going through domestic violence or very unhealthy relationship in the families. What your message to them? Well, for the men, I want to say I'm sorry for whatever has happened in your life that's caused you to choose anger, to be frightened and upset, and you're taking it out on your family and whatnot. I'm sorry for that, but there is hope. You do not have to live this way the rest of your life. You can actually go through recovery, and if you're honest and truthful with it, you can bring healing back to your family. И вот я попросила Брента, потому что мы будем сейчас заканчивать нашу передачу, обратиться вот к тем семьям, которые переживают домашнее насилие. И он обращается к мужчинам, говоря, что I'm sorry, он сказал, я извиняюсь, что тебе приходится использовать контроль и взрываться, и вот такое в семье, чтобы творить. Но есть выход, есть recovery, и ты можешь сделать изменения, и ты можешь назад в семью принести любовь и хорошие, здоровые отношения. So the man can change and bring love and peace and joy to his family. It'll take time, but if there's a change in behavior, you can actually produce that. And I would say to the women and children, again, I am so sorry for the pain you've been through. И я уточнила у Брента, и он говорит, да, это возьмет время для тебя, для мужчины. Это возьмет время, чтобы вот измениться, но это будет лучше для тебя и твоей супруги, и твоих детей. А сейчас он обращается к женщинам и детям. So you want to say to women and children? Yes, and also that there are the program you work with, Matt works with, in the ARMS program, there's a branch of the program for women who have been abused to get recovery. There are ways for women to move from that situation and get help and healing in their life, whether their husband changes or not. И вот для женщин и для детей, и в этих программах, в которых я хожу, Arms Recovery, и которые Матthew делает, или вот что я веду программы, выход для женщин есть. И есть различные пути, чтобы выйти вот из этой ситуации, чтобы не находиться под насилием. И выход есть всегда. And I very like to thank you so much, Brent. Thank you. And I very like to ask Matthew your message to
to listeners. Sure. So, to the people who are being abusive, you can be successful at work. You can be successful in your church. You can be successful with your friends. But if you're not successful with your family, and if abuse is causing you to not be successful, then you're not really being successful in life. И вот для тех мужчин, которые используют насилие в семье, вы можете быть успешными на работе, вы можете быть успешными в церкви, вы можете успешными быть с друзьями, с вашими. Но если вы творите это в семье, вы не успешный человек, и вы никогда не будете счастливы. Поэтому задумайтесь об этом. So they have to think about, right, and make a changes. Да, задумайтесь об этом и сделайте изменения в вашей жизни. Спасибо, дорогие слушатели и зрители, что вы были с нами. Если у вас есть вопросы, вы можете звонить 971-888-7833, звонить, спрашивайте, и я с радостью отвечу на ваши вопросы. And my phone number is 971-888-7833. You can call me and ask question. And again, thank you so much, Brent. Thank you so much, Matthew. И мы увидимся с вами скоро. До свидания и хорошего вам дня. Вы слушаете KXET 1130 AM. Радио Slavic Family. Стань главным поводом для радости в чьей-то весне. С любовью. Радио Slavic Family. Журнал «Афиша» – путеводитель и помощник славянской общины в штатах Орегон и Вашингтон. Орегон и Вашингтон. Орегон и Вашингтон. Никто не любит бесполезную работу. Rainbow – инструмент для уборки пыли.